Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, что делать, если вы в кале своей собаки или кошки обнаружили кровь, или прожилки крови. Симптом тревожный и неприятный. Особенно неестественно кровь выглядит в кале. Эта неприязнь заложена уже на уровне подсознания. Почему так бывает? В принципе, причин может быть очень много. Причиной наличия крови в кале у животного может быть и глистная инвазия, и инвазия простейшими. Такой симптом может быть при всех инфекционных заболеваниях, как-то вирусный энтерит собак, лептоспироз, вирусный гепатит. Тоже может быть такая клиника. Для онкозаболеваний желудочно-кишечного тракта кровь в кале – это тоже один из характернейших признаков. Я бы мог еще перечислять массу заболеваний, при течении которых может быть кровь в кале. Но не буду, это вас только запутает. Да, иногда все бывает, но в большинстве случаев, как показывает опыт, реальных причин не так уже и много. Вот скажите, как вы думаете, какая вероятность того, что у здорового, не старого животного, у которого не было никаких проблем со здоровьем, вдруг ни с того ни с сего появилась кровь в кале? Причиной которого стала опухоль в желудочно-кишечном тракте. Причем животные и до того, как оправиться, и после чувствуют себя, как будто бы ни в чем не бывало. Точно так же бегает и резвится. Или возьмем даже более простой случай. Увидев кровь в кале, у животного сразу подозревать, что это может быть вызвано глистной инвазией. Теоретически да. Это может быть. Но скажите, какая вероятность того, что причиной появления крови в кале животного могут быть гельминты, если сейчас все хозяева минимум один раз в квартал глистогонят своих животных? Может, за редким исключением не все, но в основном почти все. Уровень ветеринарной осведомленности сейчас на порядок выше, чем лет 20 назад. И собаки с кошками сейчас стали требовательными к себе, как современные машины. Без определенных знаний в кормлении, в уходе и без заботы долго такие животные не живут. А некоторые животные и по своей стоимости уже догоняют стоимость автомобиля. Поэтому, как правило, я не знаю таких случаев, чтобы купили собаку или кошку за несколько тысяч долларов и не дали им ангельминтик один раз в квартал. Можно, конечно, забыть сделать эту процедуру, но Android и iPhone вам обязательно напомнят об этом. Так что при желании что-то сделать, шансов забыть сейчас практически нет. Как правило, все рекомендации врачей владельцы животных соблюдают. Но иногда, что касается кормления животных, то тут иногда бывают определенные сбои. И появление крови в кале собаки или кошки зачастую связано как раз с правильностью кормления животного и образом его жизни. Увидев кровь в кале у животного, не надо сразу паниковать и сразу подозревать все самое худшее. Кстати, на Западе один из подходов диагностики заболевания – это озвучивание сначала самых серьезных причин, хотя и менее вероятных. Типа такие симптомы болезни может вызывать рак. Причем сначала звучит слово рак, а потом уже все остальные причины. Такой же подход у них существует и в гуманной медицине. Понятно, что у человека, который, услышав все самые страшные причины, сначала возникает эмоциональный шок, и он сильно расстраивается. Потом врач назначает исключающую диагностику, как правило, эти страшные диагнозы не подтверждаются, и человек потом несказанно радуется. И потом даже деньги за диагностику ему уже не так жалко, хотя на Западе страховка покрывает большинство исследований. Лично я не сторонник такого подхода. Я считаю, что все-таки не надо сильно спешить там, где в этом нет никакой необходимости. Не надо ни себе, ни людям, как говорят в Одессе, делать нервы. Так вот. В случае появления крови в кале опыт и практика показывают, что эти симптомы зачастую вызваны неправильным питанием животного и недостатком движения. В результате этого возникают запоры, которые ведут к возникновению трещин и микротравм прямой кишки, заднего прохода и потом к геморрою. Понятно, что при всех этих ситуациях в кале будет кровь. И если геморрой можно визуально достаточно легко диагностировать, то о микротравме прямой кишки или трещине заднего прохода можно только догадываться по наличию крови в кале животного. Поэтому всегда следите за состоянием кала животного. Он должен быть правильно сформированным и правильной консистенции. Запор же может возникнуть, что называется, на ровном месте. Я уже в предыдущем видео рассказывал, как и от чего может возникнуть запор.
Так вот, частые запоры ведут сначала к трещинам заднего прохода, а затем и к геморрою, одним из клинических признаков которого и есть появление крови в кале животного. Причин возникновения запора у собак и у кошек очень много, но, как показывает практика, наиболее частые из них это неправильное питание и недостаточность движений. Также это несоблюдение режима, переедание, продукты с высоким содержанием жиров, нерегулярность кормления, лишний вес и недостаточные прогулки – это тоже путь к запорам. Частой причиной запоров у животных являются сухие корма. А если при этом еще у животного недостаточно воды, то это уже гарантированные запоры. Поэтому, если в кале собаки заметили кровь, то сначала обратите внимание на состояние кала животного. Обратите внимание на то, что она ест, и перво-наперво устраните признаки запора, а потом пролечите возможную трещину заднего прохода или геморрой. Для этих целей применяются самые обыкновенные и распространенные человеческие препараты. Гемостатические свечи помогут устранить кровотечение. В этом случае могут быть использованы проктоглевинол или релиф. Венотонизирующие средства – тоже часть терапии при геморрое. Можно давать собакам или кошкам такие венотонизирующие препараты, как флебодия, винарус или детролекс. Очень хорошо помогает при трещинах заднего прохода и особенно на начальных стадиях геморроя народные средства. Для этих целей, для приготовления ванночек от геморроя, можно использовать следующие травы. Цветки календулы, корень лопуха, зверобой, тысячелистник, шалфей. Очень мощным противовоспалительным средством является ромашка аптечная. Что еще надо отметить, так это то, что лекарственные травы обладают многогранным действием. Большинство из них выступают в роли антисептика, кровоостанавливающих, обезболивающих средств. Многие из них способствуют регенерации поврежденных тканей. В борьбе с геморроем хорошо зарекомендовало себя и облепиховое масло. Оно является отменным антисептиком и может в короткие сроки заживить трещины на геморроидальных венах. Использовать его просто. Пропитать маслом ватный тампон и поместить в анальное отверстие собаки или кошки. Также можно использовать и свечи на основе облепихи. Как видим, для лечения геморроя необходимо время и терпение. Профилактика же возникновения трещин заднего прохода и геморроя достаточно просты. Это правильное полноценное питание с достаточным количеством клетчатки и достаточная физическая активность. В 99% случаев те меры, о которых я вам рассказал, как правило, помогают в лечении трещин заднего прохода и лечении геморроя. И как следствие помогают избавиться от наличия крови в кале у животного. Если же прошла неделя-другая после лечения и вы видите, что вам самостоятельно не удается устранить данный симптом, то тогда надо обязательно обратиться в ветеринарную клинику для проведения более серьезных исследований и последующего назначения соответствующего лечения. Самое главное, наблюдайте за животным, чтобы вовремя принять все меры. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!